Всем привет. Сегодня у нас расклад. Нравится тебе это или нет, но это с тобой случится. Посмотрим, что случится. И, конечно, прежде чем начать расклад, приглашаю всех в манифест. Что такое манифест и что будет доступного? Много лекций двухчасовых, а, учеба по эзотерики, то есть вы научитесь защиты ставить, дом чистить, другим защиты ставить, чакры чистить и так далее. То есть все сами научитесь, без обращения к каким-либо практикам. Практикам в смысле к людям. И этому всему научитесь. Что еще доступно будет на уровне манифест? Проживание старших и младших арканов. Проживание — это полная проработка себя, своей жизни, полностью всего. Психологическая проработка. Ну и научитесь заодно карты Таро в потоке читать. В настоящем потоке, а не в выдуманном. Так, что еще будет доступно? Эзотерическая библиотека. В эзотерической библиотеке более 900 книг и аудиокниг. Там же есть уникальные марафоны зарубежные. На открытие третьего глаза, на самопознание и много-много. Это в эзотерической библиотеке. Но на уровне проживания арканов есть еще два марафона. Они Анины. Там вы научитесь... там вы, говорю, научитесь. Марафон по обретению женской самооценки, то есть полная проработка своей самооценки. И марафон денежный. И он не вот абы какой, а уникальный. Это на уровне на уровне проживания арканов на бусте, только на бусте это. Далее станут доступны обзоры и трактовки колод, то есть точечное обучение определенным колодам. Там есть и «Безумная луна», и «Астара», и архетипы и тени Чака Спицана, и «Безумная луна». Все много там есть. Это все на уровне проживания арканов. Также доступны... Так, что там еще? Закрытые расклады доступны. Закрытые расклады, они более интересны, более глубокие и без цензуры. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Обязательно приходите. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Что именно неизбежно ворвется в твою жизнь? А тут даже не нужно трактовать. Женщина в твою жизнь прилетит с кучей своих проблем и нагрузит тебя, как говорится, до горлышка. И она припрется не просто вот поболтать за чаем, да? Она разгрузит на тебя весь груз, как будто ты вот грузчик в ее личной драме. Будут слезы, будут истерики, будет тонна жалоб на жизнь, на мужиков, на работу, еще на какую-нибудь хрень. И не жди, что она просто выговорится и уйдет. Нет. Она прям как пиявка прицепится к тебе. Как вот репейник. И будешь тащить за собой этот воз проблем, пока ты не начнешь, как говорится, хромать под этой тяжестью. А ты сейчас сама на грани. У тебя своих дел выше крыши. Но ей все равно. Она этого не видит. Ну, она эгоистка. А что ты хочешь, чтобы я сказал, что она хороший человек? Нет, эгоистка. Ей плевать, что у тебя там свои какие-то проблемы, свои сроки, денег нет, кот на ковер наблевал. Ей пофигу. Она придет, сядет на твою шею и будет требовать, чтобы ты ее спасала.
то есть бардак ее разбирала, еще улыбалась при этом, чтобы ты. Конечно, ты попробуешь ее, как говорится, отшить, да, но не выйдет. Эта женщина, она упертая. Она не отстанет, пока не выжмет от тебя все соки. Ты ей нужна не как подруга, а как вот жилетка, в которую можно сморкаться. Не поплакать, заметьте, я сказал, а вот именно сморкаться. И готовься к тому, что вот эти пару недель следующих ты будешь жить ее проблемами, а свои дела отодвинешь на задний план. И тут нет вопроса выбора, потому что она уже в пути, и дверь ты ей не захлопнешь. Ха, почему именно это должно произойти именно с тобой, именно сейчас? Ну, потому что сама виновата. Ты же тот, кто всех спасает. Вечно лезешь помогать, даже если тебя не просили. Ты научилась чужие проблемы решать лучше, чем свои собственные. И сейчас вот это все аукнется. И вот эта женщина, она твое зеркало. Она прилетит, потому что ты давно людям разрешила садиться тебе на шею. Она придет как урок, понимаешь, от которого ты не отвернешься никак. Ты же у меня границ не ставишь, нет. Не говоришь, нет. И все это чувствуют. И сейчас же у тебя еще и момент слабости. Ты сама в подвешенном состоянии не знаешь, как поступить в своих собственных делах. А она вот, как сказать, вот без мата-то, она вот змеюка такая почуяла вот это. Понимаешь, как вот стервятники чуют же там раненых животных, потом ждут, когда она помрет. Вот она точно такая же. И она знает, что ты сейчас уязвима, и ты не откажешь ей. Плюс между вами есть какая-то связь. Возможно, вы когда-то близки были, или ты ей что-то должна. Понимаешь, ну тут дело не в ней, в тебе. Пока ты не научишься посылать таких нахер, они будут приходить снова и снова. И сейчас вот это все, это карма за твою вот эту мягкотелость. И ты думаешь, что там, помогая ей, ты станешь лучше? Нет, ни херашеньки. Она просто использовать тебя будет как бесплатную психушку. И потому что... почему сейчас происходит? Потому что Вселенная тебя решила проверить, хватит ли у тебя вот, как говорится, смелости наконец-то заткнуть вот этот фонтан чужих соплей. Что ты в итоге получишь, когда это случится? Ну, знаешь, вот как сказать без матов слово этих, как сказать, люлей ты получишь от жизни, вот что. После всей вот этой истории ты останешься одна у разбитого корыта, без сил, без денег, и с ощущением, что тебя ободрали как липку, как физически, так и эмоционально. Ты будешь чувствовать себя брошенной посреди вот зимы в одной футболке, даже без трусиков. Холодно, да, голодно, да, и никого, кто подал бы руку, как ты вот всем подаешь. И самое хреновое, ты осознаешь, что ты сама себя загнала в эту ловушку. Ты могла сказать «нет», могла за дверь выставить, но ты же не сделала этого. Теперь будешь сидеть и метаться в мыслях, а что, если бы я сделала по-другому? Но время будет упущено. Она уйдет, эта женщина, когда высосет из тебя все, а тебе придется разгребать последствия. Возможно, даже деньги потеряешь, важные дела какие-то сорвешь. И этот ступор, знаешь, вот когда ты понимаешь, что ты связана по рукам и ногам, но виновата только сама, даже не дед, который тебе просто карты прочитал. Карты так говорят. Поэтому прими мои искренние поздравления. Кармический урок идет в твою жизнь. Ну а мы пойдем к двоечкам. Двоечки.
Что именно неизбежно ворвется в твою жизнь? Ну, знаешь, тут тоже понятно. Тут про поездку твою, которую ты месяц планировала, за которую, возможно, уже даже билеты купил, надеюсь, что не успела. Это все встанет на паузу. Вот резко и без предупреждения. То есть ты вот думаешь, что все под контролем, по дням расписано, но жизнь вот как раз решила подкинуть тебе сюрприз. Вместо чемоданов и аэропорта, да, ну или этого ЖД вокзала, тебя ждет вынужденное ожидание. То есть все застопорится. Тебе сейчас не дадут сорваться с места. Злиться будешь, да, нервничать еще как. Не считать, но факт останется фактом, планы твои рухнут. И это не просто перенос на недельку. Тут речь о том, что вот даты, они в тумане растворятся. Ты не сможешь это все контролировать, потому что в игру влезли такие обстоятельства, ну, которые тебя не касаются. То ли дело с деньгами у человека все плохо, да, от которого твой график зависит, то ли вот форс-мажор какой-то. Но самое главное, не пытайся на газ давить. Дорога перекрыта, понимаешь? Просто расслабься, пока тебе нужно будет остаться вот на месте и разгрести сейчас, которые дела у тебя есть, которые ты откладывал очень давно. Это не случайность, нет. Вот запомни мои слова. То, что сейчас тебе покажется катастрофой, да, то, что поездка вот эта отложилась, позже она обернется плюсом. Но пока дергайся сколько хочешь, дрыгайся, толку будет ноль. Знаешь, твоя задача не рушить себе нервы, а найти чем занять себя. Почему именно это? Почему именно это? Почему именно с тобой? Почему именно сейчас? Ну, знаешь, тут не просто так все. Вот вокруг посмотри себя. У тебя сейчас период такой, когда все встало на свои места. Работа плоды дала, семья утряслась, финансы, ну, более-менее стабильны. Ты вроде бы выдохнула, решила, что можно там в отпуск рвануть, да, но вселенная тебе говорит, сейчас не время. Сейчас тебе нужно, знаешь, закрепиться на вот этой волне успеха, а не с поля боя сбегать. Ты вот как будто не видишь, что твой авторитет, он вырос. На работе, дома, неважно, тебя уважают. Домочадцы перестали там с глупостями тебя доставать, более-менее все утряслось. Это твоя заслуга, это не, как сказать, не голубой волшебник прилетел, им палочкой своей намахал. Но если ты сейчас все сбросишь и вот уедешь, то ты вернешься обратно в хаос. Ты должна укрепить то, что ты построила. Проекты, отношения, планы — это все еще слишком сырое, и бросать их сейчас — это вот равносильно, как сказать, выкидывание все в помойку. Понимаешь? Поэтому Вселенная это видит и дала тебе шанс, как говорится, укрепиться, а не сбежать туда куда-то. Что ты получишь в итоге, когда это все случится? А тут трактовать не нужно, ты победителем выйдешь. Вся вот эта, все вот это вот движение с переносом поездки, оно закончится, и ты просто обнаружишь, что за время вот этой паузы вынужденной, да, ты успела сделать то, на что раньше вот духа не хватало. И на работе себя закрепишь, перестанешь быть удобной для всех. И на свои планы посмотришь вообще другим взглядом, поймешь, куда дальше двигаться. То есть эта пауза, она тебе время даст пересмотреть маршрут поездки, понимаешь? Может, вообще поедешь в другое место, где будет в 100-500 раз круче. Понимаешь? Самое главное, не ной, а адаптируйся. И у тебя, как сказать, еще лучше ты закрепишься. То есть ты расширишь свои возможности. Не только там в этих поездках, да, но и в целом в жизни. Азарт появится. Ты большего захочешь, потому что поймешь, что ты можешь. Знаешь, еще один бонус. Это, знаешь, вот когда ты все-таки сорвешься в путешествие, да,
то ты будешь знать, что дома точно все под контролем. В общем, знаешь, в твоем случае вообще не парься, все к лучшему. Просто поверь мне на слово. А мы перейдем к третьему варианту. Троечки. А троечки, что ворвется в твою жизнь неизбежно, хочешь ты этого или нет. Но знаешь, тут момент, что вот старые слезы, старые обиды, они наружу вылезут. Понимаешь? И ты знаешь, ты слишком долго вот носилась с этими разбитыми надеждами, прошлые проблемы, как курица с яйцом. И теперь жизнь тебе врубит, что хватит пялиться, как говорится, на пролитую воду. Под ногами лужи, а в руках какашки. Но смотри, вот прям в этот момент, когда ты будешь реветь над тем, что ты упустила, перед тобой шанс появится начать что-то с нуля. И не просто идея типа «может быть, когда-нибудь». Нет, будет конкретный пинок под зад. Это или работа новая, или твое собственное дело. Ну или человек, который скажет «давай, забиваем на все и делаем все по-другому». То есть это в любом случае вот связано, ну, как с работой, да, твоя личная, не твоя личная. То есть и ты не сможешь отвертеться. Даже если, как говорится, под одеялко попробуешь спрятаться. Потому что вот эта штука, она прилетит так внезапно, что вот задницу от дивана все-таки придется поднять и зубами ее схватить. И сначала будет больно. Потому что придется признать, что половину своих проблем ты сама себе создала, упиваясь жалостью к себе. Но потом вот и окажется, что вот этот, как сказать, пылкий мужичонка с горящими глазами, ну, в деле, в смысле, не в буквальном смысле, он будет уже тащить тебя вперед, а ты даже сопротивляться не успеешь. Главный момент не упусти, когда нужно будет перестать сопли вытирать и начать действовать. Почему именно с тобой и именно сейчас? А потому что созрела. Ты созрела. Все время ты энергию вот эту копила. Сама не замечая, как внутри тебя огонь уже разгорается. И ты думала, что это просто там злишься на старые косяки или там другим завидуешь, кто вперед двигается. Но это не так. Это твой собственный запал бурлит уже, понимаешь? Выхода требует. И вот сейчас будет идеальный момент, чтобы рвануть с места. Потому что Вселенушка, она тебе подкинула идеальные условия. Ты еще не успел окончательно закопаться в своих вот этих «а что если?» Или вот это вот, знаешь, есть люди, которые не очень хорошие. Они говорят «это не мое». Знаешь, вот таких вот. Вот. И ты сама-то уж достаточно обожглась, чтобы на те же самые грабли не наступать. Вот и будет. Будешь стоять на старце, жопка чешется и ветер в спину дует. Осталось только рывок сделать, и полетит это так, что вот, как говорится, пятки засверкают. Самое главное, не сиди и не вот это вот «я не готова, я подожду понедельника, я подожду следующего года». Ты же не эти, как вот эти нытики, да? Ты же у меня умничка. Что в итоге получишь, когда это случится? Ну, знаешь, когда вот эта круговерть вся закончится, а она закончится, даже если тебе сейчас кажется, что ты в аду, ты вот вылезешь из этой ямы с железобетонным пониманием, что вот все страйки, которые ты сейчас боишься, это просто дурацкие фантазии. Сначала, конечно, накроет волна сомнений, типа а вдруг все не получится? А что подумают люди? А вдруг у меня там я облажаюсь, опозорюсь?
И будут даже ночи, когда ты станешь метаться, как угорелая, придумывая самой себе, накручивая, да, худший сценарий. Но потом все просто окажется, что ты в гуще событий, и тебя несет такой поток уверенности, что аж горохового супа не надо много есть, чтобы такой поток уверенности был. Что хоть, как говорится, горы сворачивай. И все вот эти мутные иллюзии про вот это «я недостойна, у меня ничего не получится», они исчезнут. Ты выкинешь из головы вот эту всю хрень. Понимаешь? Ну а на финише станешь тверже, злее, на препятствия злее. И прям чертовски собой довольна. А это дороже любых вот этих твоих ах, если бы» и прочая ерунда. Я не знаю, как у меня голос записался. Я даже переслушивать не буду, потому что самому страшно. Приходи в проживание арканов. И приходите, кстати, в магический чат. Он доступен на уровне проживания арканов. И если какие-то проблемы там с подключением и так далее, напишите мне в личку. На бусте в самом верхнем посте написано, куда писать. Там, где написано вот колода. А, кстати, я уже вам не сказал. И 4 колоды нейроведьмы и деда вам станут доступны для скачивания. Можете себе распечатать по любимой вашей цене, которую вы хотите. Ну, в смысле, макет скачайте и сами распечатайте. Итак, что-то я разболтался. Помни, что я с тобой рядом, и я тебя прямо сегодня жду в магический чат и в проживание арканов. Я тебе лично это говорю. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии.